Спидран по достижениям. Всем привет, друзья, с вами Денджел. В этом видео я собрал для вас 6 интересных достижений и посчитал, за какое минимальное количество часов возможно их выполнить. Естественно, я брал только такие достижения, в которых можно установить некую закономерность и математически высчитать время. Ну типа не буду же я считать достижения, в котором нужно убить 1000 игроков. В каждой катке же по-разному, поэтому тут закономерности никакой нету. Перед тем, как мы начнем, хочу объявить о своем розыгрыше 600 UC в моем телеграм-канале. Поэтому, если хочешь попытаться выиграть UC-шки, то пожалуйста. Но на самом деле на него не только из-за розыгрыша можно подписаться. Ну ладно, это отдельная тема. Ну что ж, я ввел вас в курс дела. Желаю тебе приятного просмотра, а мы начинаем. Первое достижение, о котором мы поговорим — совершенство. Его суть заключается в том, что нужно достигнуть 100-го уровня. Скорее всего, оно является самым сложным в PUBG. Ведь добраться до 100-ки очень тяжело. Я даже записывал отдельное видео, как его выполнить. Ссылочку оставлю в описании, вдруг кому будет интересно взглянуть. Итак, что мы имеем? Быстрее всего опыт набирается в режиме против ботов. Если не использовать карточку удвоения опыта, то вот что выходит. За катку мы можем спокойно забирать по плюс-минус 25 ботов. Это ровно 500 очков опыта. Среднее время выживания 12 минут. За это мы получаем 192 опыта. И также за топ-1 нам вручают 200 очков. Итого за один матч выходит 892 очков опыта. Таких каток в час мы можем провести 5 штук. Получается 4460 опыта за час. Чтобы поднять 100-й уровень с самого нуля, нужно почти 15 миллионов опыта. Если поделить все это дело, то выходит, что на это уйдет 3337 непрерывных игровых часов. Чтобы чуть больше осознать эту цифру, это чуть больше, чем 4,5 месяца подряд. И очень важно, ребят, сейчас обобщу. В прошлом видео на эту тему вы писали, что я не учел ограничения опыта и так далее. Дело в том, что я считал игровое время, а не беспрерывную 24-часовую игру ежедневно. Блять, кто может столько играть? Так еще и на протяжении 4,5 месяцев. Так что давайте сразу. Это просто условное время выполнения достижения, которое было высчитано математически. Итак, идем дальше. Следующее наше достижение — непобедимая легенда. Тоже очень сложное достижение, я даже не знаю, какое сложнее. Чтобы его выполнить, нужно выиграть 3 матча подряд на ранге золота или выше. И сделать это нужно 150, блять, раз. Вы прикиньте? Что ж, хорошо, условно посчитаем, сколько на это уйдет в случае, если мы гарантированно будем выигрывать каждую катку. Получается, нам нужно выиграть 450 матчей. Быстрее всего катки проходят на Нусе. Одна такая катка имеет среднюю продолжительность в 9 минут 20 секунд. Это я тоже посчитал сам. Умножаем на 450 матчей, получаем 4200 минут. То есть 70 часов игры подряд. Ну, кстати, не так много, если каждый раз выигрывать. Но все мы понимаем, что выигрывать каждый раз, естественно, не получится. Это невозможно. Но вот в теории, если бы было возможно, то на это ушло бы примерно 70 часов. Едем далее. Достижение физрук. Обычно игроки выполняют его неосознанно, оно само выполняется. В общем, чтобы его выполнить, нужно прыгать, приседать и ложиться. И сделать каждое это действие нужно по 10 тысяч раз. Считаем. За 1 минуту можно присесть 168 раз. Чтобы дойти до 10 тысяч, нужно потратить на это 60 минут. Теперь прыгаем. Итак, персонаж прыгает со скоростью 64 раза в минуту. Делим все это дело и получаем, что это выполняется за 156 игровых минут. И на положение лежа придется потратить целых 278 минут, так как за минуту получается прилечь всего лишь 36 раз. В сумме на это достижение придется потратить 494 игровых минут, а это чуть более 8 часов. Достаточно быстро оно выполняется в сравнении с предыдущими двумя. Бескрайность — это название следующей ачивки. Нам нужно набрать 60 уровень варенья. Благо я уже делал видео про уровень Эво. Также оставлю ссылку в описании. Вдруг кому будет интересно, тоже посмотрите, если захотите. В нем выяснилось, что быстрее всего опыт набирается в королевской арене, а именно в среднем
50 очков опыта в минуту. Ой, ребят, с трудом мне удалось узнать, какое количество опыта нужно набрать с 1 по 60 уровень в сумме. Заходил каждому игроку на профиль и так искал игроков от 1 до 60 уровня. Так что, если ты еще не поставил лайк, пожалуйста, поставь его. Я убил на этот видос немалое количество времени. Итак, вышло, что для этого нам нужно получить общий опыт в 424 тысячи очков. Делим это число на 50 и получаем, что на это у нас уйдет 8480 минут, а в переводе в часы это 141 игровых часов. Идем далее. Пятое наше достижение — приключенец мод. Чтобы его выполнить, нам нужно завершить 200 каток в режиме Мир чудес. Чтобы его выполнить максимально быстро, нам нужно зайти на данную карту. Код у вас на экране. У меня, кстати, в телеге очень много интересных и веселых карт, поэтому, если интересно, то залетай и смотри. Ну так вот, суть данной карты в том, что мы просто заходим в игру, и она сразу заканчивается. Она специально сделана для выполнения этого достижения. Я посчитал время от нажатия на кнопку «Старт» и до следующего нажатия на кнопку «Старт». Как бы это, конечно, тупо не звучало. Вышло, что на одну такую катку уходит примерно 23 секунды. Умножаем, получаем, что на 200 каток это 76 минут. То есть чуть больше часа. Что ж, переходим к последнему. Беги, курочка, беги. Это так называется наше последнее достижение, если что. Для его выполнения нужно пройти в сумме 10 тысяч метров, проехать 10 тысяч метров и проплыть 5 тысяч метров. Оно самое легкое из всех перечисленных достижений. Итак, скорость персонажа во время бега равна 300 метров в минуту. Это я тоже сам высчитал. Ну, думаю, не надо, да, объяснять вам, каким образом. Секундомером все давно пользоваться умеют. Получается, что на 10 тысяч метров нам придется потратить 33 минуты. Плывет персонаж со скоростью 180 метров в минуту. Всего за 28 минут нам удастся выполнить вторую часть этого достижения. И последнее. Любая тачка может спокойно разгоняться до 120 км в час, а то и выше. Ну, возьмем для примера эту цифру. Выходит, что на 10 тысяч метров уйдет не более 5 минут. Получается, что на это достижение нужно потратить тоже чуть более часа. Вообще достижение, если честно, ни о чем. Теперь пришло время суммировать время выполнения всех этих 6 достижений. Чтобы выполнить их всех, нам нужно провести 3558 игровых часов. Просто жесть. Это почти 5 месяцев жизни. Готовы столько убить на PUBG? Лично я нет. Ну что, друзья, вот такой видос вышел. Напишите что-нибудь в комментариях по поводу этих или других достижений. Ну а с вами был Денджел. Всем до скорых встреч. Пока-пока.